Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что такое компьютерная программа. Если вы работаете под Windows, то вы, наверное, встречали на компьютере файлы, которые имеют расширение .exe. Расширение — это то, что стоит после точки. В моем случае у меня файл называется app.js. Второй файл называется index.html. Так вот, программы под Windows имеют расширение .exe. Если открыть такой файл, то у вас запустится программа. Например, сейчас у меня на компьютере запущено две программы. Первая — это браузер Google Chrome, только я его сжал до маленького размера. Второй — это текстовый редактор VS Code. Он, конечно, не просто текстовый редактор, а целая среда разработки, но об этом мы будем говорить позже. Так вот, программы с расширением .exe можно запускать на компьютере с операционной системой Windows. Но есть и много других программ. Например, файл index.html тоже является своеобразной программой, написанной на языке HTML. Это язык разметки. При помощи специальных тегов, открывающих и закрывающих, я определяю, как будет выглядеть страница. Например, вот у меня написан текст Hello World, и он отображается в браузере. Программы, написанные на языке HTML, могут быть открыты в браузере, и браузер умеет с ними работать. Для примера давайте добавим в мою программу заголовок. Я пишу H1, внутри пишу Made Academy и посмотрим, как это выглядит. Итак, у меня появился заголовок Made Academy, а под ним мой старый текст Hello World. Программы пишутся на языках программирования. Данный язык называется HTML, это язык разметки. При помощи него можно задавать структуру документа, но создавать полноценные программы при помощи одного HTML не получится. Кроме HTML, в браузере может работать язык CSS. Это язык стилизации. О нем мы будем говорить в отдельном курсе. А вот программировать в браузере можно при помощи языка JavaScript. Я сейчас к моей HTML странице при помощи вот такого тега подключил другую программу, находящуюся в файле app.js. Пока этот файл пустой, давайте в него переключимся. Сейчас у меня здесь вообще не написано ничего. Как я уже сказал, программа — это обычный текстовый файл, написанный по определенным правилам. Точно так же, как в русском языке мы используем подлежащее, сказуемое, знаки препинания, точно так же и в компьютерной программе нам нужно использовать определенные правила. Эти правила зависят от языка программирования. Мы с вами будем изучать язык программирования JavaScript, поэтому будем изучать его правила. Давайте напишем простую программу. Я хочу напечатать на странице определенный текст. Для этого я могу воспользоваться специальной командой document.write и указать какой-то текст. Пишу Hello World. Обратите внимание, как я написал программу. Я написал слово документ. В этом документе я хочу сделать запись. И запись — это Hello World. Давайте сделаем вместо Hello World запись 1, 2, 3. У меня добавляется текст 1, 2, 3. Обратите внимание, что в моей программе я использовал круглые скобки, кавычки, точку с запятой. О том, что это такое и зачем их нужно использовать, мы с вами и будем говорить в данном курсе.